Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и здесь мы с вами говорим о корейской декоративной косметике и макияже. Я к вам сразу уже с тоном и с бровями для того, чтобы мы могли перейти к новинке. Сегодня у нас новая палетка от SPA. Вот так она запакована красиво, я еще ее не открывала. И дело в том, что это не просто палетка, это лукбук. Такие палетки выходят у SPA всего 2 раза в год. Это весна-лето и осень-зима. С таких палеток начался мой YouTube канал, а именно это была палетка Peach Pillow коллекции осень-зима. Это такая палетка, вдохновленная дизайном бутик-отеля, и сама по себе должна напоминать такую, так скажем, подушечку. Она действительно мягкая такая, очень приятная, и внутри имеет аромат персика. Вот такая была у нас палетка. Если хотите посмотреть на нее полный обзор, переходите вот сюда. Почему я заостряю внимание на аромате? Дело в том, что новая палетка тоже ароматизирована. Название этой палетки Mint Check, что дает нам небольшую подсказку. Скорее всего, она будет пахнуть чем-то мятным. И мы почти угадали. Аромат у этой палетки будет мятный шоколад. Почему именно этот аромат? Достаточно мне странно, так как вообще, в принципе, вкус минт-чока был достаточно популярен примерно год назад в Корее, когда вышла драма о Кумихо. Главным актером был Ли Донук, и он как раз играл того персонажа, у которого было любимое мороженое как раз со вкусом мятного шоколада. После этой драмы это просто стал самый популярный вкус во всей Корее. Мы могли найти мороженое со вкусом минт-чока, разные шоколадки, чипсы, печеньки, молоко и даже жареную курицу во фритюре, которая была со вкусом мятного шоколада. Можете себе такое представить? Я не могу, но люди, кто пробовали, говорят, что достаточно интересный опыт. Конечно, мне немного странно видеть палетку с таким ароматом аж через год, а может быть даже 1,5 после вот этого бума. Минт-чока до сих пор достаточно популярный вкус, и на самом деле мне он самой очень нравится. Изначально считала его достаточно странным, но потом, чем больше я его пробовала, тем больше я в него влюблялась. Давайте вскроем эту палеточку и посмотрим, какой у нее дизайн. Это такой блокнот. Этим мне и нравится бренд SPA своим креативным подходом к коллекциям. Да, такие палетки выходят всего 2 раза в год, но если это новинка, то это действительно что-то новое и что-то свежее. Давайте мы ее откроем, посмотрим, какие у нас внутри оттенки. Вот так вот мы ее открываем. Здесь у нас есть одна защитная такая пленочка с листом дел. Можем отметить что-нибудь. И давайте, конечно же, посмотрим на саму палетку. Конечно же, как и в любой палетке лукбук от SPA, у нас есть не только тени для век, но еще и рефил с румянами, для того, чтобы мы могли получить с вами такой сочетающийся законченный макияж. Поэтому эти палетки называются лукбук. У нас есть 2 базовых оттенка, оба матовые, один розовый, другой более бежевый. Далее у нас идут темные оттенки, или по-другому они здесь называются оттенок акцента. То есть это те цвета, которыми мы затемняем внешний уголок, внутренний уголок, можем рисовать стрелочку. И один такой светло-сливовый, я бы его назвала, матовый. И второй шиммерный, коричневый с зелеными вкраплениями. Интересный такой. И далее по традиции у нас идут 2 глиттера. Один такой зелененький, мятненький, и второй такой шоколадно-золотой. Вот такая у нас прекрасная палетка. Давайте проверим ее на аромат. Она правда пахнет вот этим вкусом мятно-шоколадный. Если вы пробовали
такое мороженое, то вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, попробуйте, и тогда вы поймете, что это за аромат, его не перепутаешь ни с чем. Палетка действительно ароматизированная, и она ароматизирована не сильно. То есть для того, чтобы почувствовать запах, вам нужно достаточно близко ее преподнести к носу. То есть это не тот запах, от которого там потом болит голова. Знаете, как, помню, была какая-то персиковая палетка, по-моему, от Too Faced. Многие жаловались, что она так сильно пахнет химозным персиком, что ее нужно было проветривать несколько дней, иначе постоянно стоял вот этот запах. Здесь такого нет. Запах еле-еле уловимый, но если вы преподнесете прям палетку к носу, то вы его почувствуете. Но это не все. Дело в том, что к этой палетке шел один маленький подарочек. И достаточно очень интересный концепт есть в нем. Да, другие бренды как-то дарят нам, да, свежесть цветов в оттенках. Делают вкусные палетки, напоминающие коробку шоколада. В общем, все, чтобы мы не унывали, у нас было отличное настроение. Но СПА дарит нам один намек, как мы можем себе это настроение поднять. К этой палетке в комплекте шла сумочка для винишка. То есть это такая wine bag, в которую вы можете поместить бутылочку вина, чтобы не грустить этой весной и иметь всегда хорошее настроение. СПА, намек понят. На самом деле очень классно, мне нравится, когда к коллекциям, когда к палеткам идут такие всякие разные концептуальные штучки, потому что это приятно. И плюс ко всему, вы вот именно пропитываетесь концептом, который хотел вам передать бренд. Давайте глотнем кофейку и перейдем с вами к макияжу. Сегодня я хочу сделать достаточно простой, свежий, легкий макияж, может быть даже почти незаметный, просто сама концепция палетки, ее аромат, ее внешний вид, вот он как раз подталкивает к такой свежести, легкости, полупрозрачности. Поэтому я не буду использовать, наверное, сегодня темный оттенок, но я его просвочу, чтобы мы вместе на него посмотрели. Мне очень интересны вот эти зеленые вкрапления, именно как они выглядят на сводче. Возьму вот этот оттенок под названием яйцо и нанесу его практически на все веко, примерно 2/3. У нас тут гость. Пришел мой кот, его зовут Пирожок, у меня есть еще одна собака, бордер-колли, если вдруг кому-то интересно. Далее я возьму вот этот розовый, тоже базовый оттенок и нанесу его чуть выше складки. Ой, красивый розовый оттенок, такой прям очень светлый, такой розовый, как я люблю. Кисточки, правда, у меня что-то сегодня очень лохматые. Я их просто высушила феном, и я думаю, этого делать не стоило. Вообще, если у вас в голове есть какие-то идеи, допустим, вы хотели бы что-то узнать, может быть, о Корее или еще о чем-то, каких-то товарах или продуктах, то пишите в комментариях, я постараюсь либо снять на эту тему видео, либо, может быть, как-то ответить там в комментариях письменно. А я навряд ли буду снимать блоги, потому что у меня достаточно такая простая, ординарная basic life, то есть я работаю учителем английского, нет ничего в принципе интересного, хожу на работу, домой, гуляю с собакой, поэтому в принципе такого мне нечего показывать, влоги снимать я буду навряд ли. Но если вдруг вам что-то интересно, пожалуйста, спрашивайте в комментариях. Также нанесу этот розовый оттенок на нижнее веко. И в качестве темного оттенка я возьму вот этот сливовый и нанесу его только вот сюда на половину подвижного века, на внешнюю сторону. Тоже очень красивый оттенок. Хоть это и не лиловая палетка, но этот оттенок, он красивее, чем были сиреневые оттенки у Пери Пера.
Вот тут можно посмотреть, у них была целая палетка, посвященная как раз этому цвету, ну что-то она была какая-то розовая. Вот. Лилового там было, конечно, мало. А этот цвет очень красивый. Делаем как всегда, используем оба глиттера. Более крупный идет наверх, более мелкий идет вниз. Но перед этим давайте мы с вами вот этот просводчим оттенок, чтобы его посмотреть, раз уж мы его не использовали. Вот он выглядит вот так. И вот так вот на пальце. То есть он такой не очень темный, достаточно полупрозрачный. Вот, блестки красивые. Мне очень нравится вот это сочетание коричневого и зеленого. Мне кажется, смотрится это очень красиво. Думаю, вот как раз таки мятное мороженое шоколадное вот туда. Возьмем вот этот крупный глиттер. Красивый. Давайте я его тоже вот здесь так просвочу, чтобы вы посмотрели. Глиттер красивый и на удивление сухой. Обычно такие глиттеры крупные, когда туда опускаешь палец, они так прям как будто бы прожимаются под вашим давлением, они какие-то такие кремово-влажные. Этот глиттер сухой. Мне это нравится, потому что если вы сильно нажмете, то там у вас не будет такой дырки, как у меня обычно получается, поэтому одобряю. Мы поставим с вами акцент, сейчас покажу куда. Вот я смотрю прямо, и вот где-то примерно над складкой, закрываю глаз, вот сюда. Так, ставлю акцент. То есть я наношу глиттер не на подвижное веко, а над ним. Давайте нанесем вот этот мелкий зеленый глиттер на нижнее веко. Пока у нас все идет хорошо, давайте мы с вами подведем глаза, межресничную стрелку вот здесь вот заполним. Я не буду рисовать никакие стрелки, но думаю, сюда подойдет какая-нибудь тоненькая, красивенькая стрелочка. Можете ее себе организовать. Сейчас важно будет хорошо подкрутить ресницы и хорошо их прокрасить. То же самое с другим глазиком. Нижние ресницы я не прокрашивала по всей длине, я просто такими пропечатывающими движениями просто расставила границу. Давайте перейдем к румянам, они такие матовые, нейтральные, персиково-розовые. Достаточно красивый цвет. На губы мы нанесем тинт от Clio, который мне очень понравился, который пахнет клубничной зефиркой. Нанесем его немножко, просто для цвета. И сверху я еще покрою прозрачным блеском для губ. Вот такой макияж у нас получился с палеткой Lookbook от SPA. И хочу поделиться своими впечатлениями. Мне понравилась эта палетка. Во-первых, у нее просто чудесный дизайн. Посмотрите, ну разве это не мило? Во-вторых, приятный аромат, который есть, не сильный, не такой, что бьет в нос, от него не болит голова, он еле уловимый. Третье. Набор оттенков достаточно интересный. Да, конечно, это не совсем, я бы сказала, что-то очень новаторское на корейском рынке, но именно сочетание этих оттенков достаточно интересное. С этой палеткой вы сможете сделать несколько разных макияжей и разных образов, и это, кстати, очень классно. Плюс ко всему я обожаю, когда в палетках теней есть уже рефил для румян, потому что вам не нужно думать о том, ой, а какой оттенок румян сюда подойдет, чтобы не переборщить, чтобы это была одна цветовая гамма. За вас это уже продумали и вам сразу дали такую, так скажем, опцию, которой вы можете воспользоваться, и вам не нужно переживать о том, сочетаются эти оттенки между собой или нет.
Даже несмотря на то, какая эта палетка очень прекрасная, у нее есть один минус, и это то, что тени достаточно сыпучие. Мой личный совет здесь: после того, как вы набрали нужное количество продукта, вбейте его либо в руку, либо куда-нибудь вот сюда, да, в палитру, иначе он разлетится у вас по лицу. То есть это достаточно такая сыпучая формула. Иногда это может немножко подбешивать, но с этим можно работать. Да, если вы очень сильно раздражаетесь при такой формуле, то палетка, конечно же, не для вас. Но я могу потерпеть ради эстетического удовольствия от использования такого прекрасного дизайна. На этом мы с вами подходим к концу. Делитесь своим мнением в комментариях, как вам палетка, как вам дизайн, как вам вообще концепция этой весны и лета от СПА. Также поделитесь тем, какие продукты вы бы хотели увидеть, может быть, уже есть что-то на рынке, что вы хотели бы попробовать, но не решаетесь, допустим, приобрести. Я попробую это за вас. Поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями, подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А я желаю вам быть счастливыми каждый день своей жизни, любить себя в первую очередь, ну и, конечно же, любить всех, кто вас окружает. Пока!